Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, пересылайте наше видео своим друзьям, знакомым по электронной почте, по мессенджерам, обязательно 4 мужчинам и 8 женщинам. Сегодня они посмотрят это видео, завтра это видео вы можете обсудить, узнать, что было нового, полезного в этом видео. Усаживайтесь поудобнее. Тема сегодняшнего видео: знаете ли вы, что такое отдых? Это видео будет размещено в плейлисте январь. И это видео посвящено теме отдых. Не зря отдых является неотъемлемой частью нашей жизни. И я постараюсь затронуть в этом видео 8 тем, касающихся отдыха. Тем, кто смотрит это видео первый раз и о колесе жизненного баланса слышит впервые, я немножко в течение 1 минуты постараюсь рассказать, что такое колесо жизненного баланса LongSwim. Колесо жизненного баланса представляет собой круг, который разделен на 8 частей. 8 частей характеризуют почти все сферы жизни. В некоторых видео я упоминаю, что это 80% нашей жизни, в некоторых говорю 90%, поэтому вы можете присоединиться к этой дискуссии, написать в комментариях, покрывают ли 8 сфер колеса жизненного баланса LongSwim все сферы жизни, которые касаются именно вас. Если у вас есть желание что-то добавить в видео, какую-то полезную информацию, какой-то источник, который вы считаете поможет другим разобраться в жизненных ситуациях, пожалуйста, присылайте в комментариях. Мы таким комментариям очень сильно рады. Колесо жизненного баланса состоит из 8 частей. Первая часть, первая сфера – это яркость жизни. С нее мы начинаем все трансформации. Те, кто начинает трансформации первый раз в этом году, пожалуйста, посмотрите другие видео в колесе жизненного, в виде плейлисте «Практика колеса жизненного баланса». Там есть очень много видео, посвященных каждому разделу. Следующая сфера – это духовный рост и творчество. Первые 2 сферы, яркость жизни и духовный рост и творчество, очень важны для женщин, потому что в этих сферах происходит зарядка женщины, ее восстановление, там источник силы, источник энергии, и в этих 2 сферах рождаются положительные эмоции. Третья сфера называется карьера и бизнес. Эта сфера очень важна для мужчин. Мужчины любят в этой сфере реализовываться, они в этом находят большой смысл. Там находится очень много единомышленников, это сфера реализации мужчин. Рядом со сферой карьера и бизнес находится сфера деньги. Все, что связано с деньгами, с финансовым менеджментом, все, что посвящено миссии сохранить и приумножить, все находится в сфере деньги. Следующая сфера – это сфера личностный рост. Все, что связано с нашим познанием мира, с аккумулированием опыта, структурированием опыта, с практическими навыками, теоретическими знаниями. Все это сфера личностный рост. Здесь мы в этой сфере личностный рост находимся в эмоциональных качелях, когда мы находимся в точке, когда мы потребляем знания, и находимся в другой противоположной точке зрения, когда мы отдаем свои знания, то есть это сфера 8-10 состояния, сфера наставничества, и в сфере наставничества мы сами структурируем свои знания, выбираем лучшие крупицы опыта и предлагаем нашим подопечным над кем мы берем шефство, наставничество, свой опыт. Цель этого опыта – избежать тех жизненных ошибок, которые возможно избежать, ну и пройти к поставленной цели самой минимальной, самой кратчайшей дорогой. Следующая сфера – это сфера здоровья и спорт. Сфера здоровья и спорт будет актуальна тем, кто находится в клубе 40+, тем, кому уже за 40 лет. Позади уже профессиональная реализация, позади уже жизненный опыт, появился семья, наследники, дети, у кого-то не одна семья. И в сфере здоровья и спорта задача уже сделать первый шаг к долголетию, внимательно следить за своим здоровьем, внимательно уделять внимание своему телу, потому что миссия колеса жизненного баланса – это стремление к профессиональному и личному долголетию, а чтобы это осуществилось, нужно иметь достаточное здоровье. Следующая сфера – друзья и окружение.
очень эмоциональная сфера. Здесь находится большое количество эмоций, то есть это вторая по величине эмоциональная сфера после сферы отношения и семья. Сфера отношения и семья занимает первое место по количеству эмоций, по силе эмоций, по соприкасаемости с эмоциями. Друзья и окружение являются как бы аккумулятором эмоций, и если у вас в сфере друзья и окружение что-то не в порядке, это обязательно отразится на ваших отношениях, ну, и семье. Всем, кто хочет немножко изменить свою жизнь к лучшему, я рекомендую идти по часовой стрелке от яркости жизни к сфере друзья и окружение. И последняя сфера, которая поддается трансформации, это сфера семья и отношения. Почему это делается? Это делается для того, чтобы вы уже реализовали и сориентировались, сосредоточились на каких-то своих целях. Эти цели требуют вашего времени, они требуют участия вашего любимого человека, любимого мужчины, любимой женщины. И если вы будете следовать этим рекомендациям, у вас трансформация в сфере семьи и отношений будет гармоничной, так как вам нужно. Если вы пойдете трансформацию делать в противоположную сторону, начнете от отношений и семья, то, скорее всего, у вас не хватит сил на трансформацию других сфер, поскольку у вас нет источников отдыха и вдохновения. С вероятностью 50% первая попытка изменить свое состояние в сфере семьи и отношений будет, скорее всего, неудачным. Мое пожелание вам следовать методикам, следовать своему собственному опыту. Если у вас есть какие-то прекрасные примеры вашей истории успеха, пожалуйста, пишите в комментариях. А я начинаю раскрытие темы, связанной с отдыхом. И первый вопрос, который мы раскрываем: какое время считать отдыхом? Обращаюсь к теории колеса жизненного баланса. Сфера яркость жизни, все, что здесь посвящено отдыху. Если мы говорим о единице измерения сутки, для отдыха мы выделяем время для полноценного сна. Самая лучшая рекомендация ко сну приступать до 24 часов. Самое лучшее время оптимальное — это примерно 22 часа. Желательно ранний подъем, кому удобно в 5:00, кому удобно в 6:00, кому удобно в 7:00. Пожалуйста, пишите свои примеры. Вам время для сна с 22:00 достаточно вполне, чтобы вы восстановились. Итак, что мы считаем отдыхом? Отдыхом мы считаем любое время, которое нам требуется для восстановления сил. У кого есть какие-то другие формулировки, пожалуйста, тоже пишите в комментариях, приводите свои доводы, присылайте ссылки на источники. Все это будет вашим реальным вкладом в развитие колеса жизненного баланса. Следующий период времени, который мы рассматриваем в сфере яркость жизни, это недельный промежуток времени, время с понедельника по воскресенье, где у нас по традиции есть 2 выходных, это суббота и воскресенье. И суббота-воскресенье – это 2 дня, которые мы должны планировать заранее. В отличие от других методик в колесе жизненного баланса Long Swim, мы планирование следующей недели рекомендуем начать с планирования выходных дней. То есть мы сначала, допустим, в одно из воскресений, лучше в субботу, планируем следующее воскресенье, и от воскресенья идем к понедельнику. То есть мы планируем, чем мы будем заниматься в воскресенье. Дальше мы планируем, чем мы будем заниматься в субботу. В пятницу у нас плавный переход из рабочей недели к отдыху. И таким вот образом мы расписываем свою рабочую неделю. В чем основное преимущество такого планирования? Основное преимущество такого планирования заключается в том, что какая была бы у нас сильно насыщенная неделя, мы знаем, что за субботу-воскресенье мы сможем восстановить свои силы, пообщаться с любимыми друзьями, знакомыми, родственниками, проведем время, как мы обычно любим его проводить. Это дает нам возможность перезагрузиться, восстановить свое эмоциональное состояние, восстановить свое физическое состояние, у кого как получится переключаться.
Плавно переходим к следующему периоду, который является логичным. Берем период месяц, и в колесе жизненного баланса Long Swim мы рекомендуем 2 дня в течение месяца полностью посвящать тому, чтобы постараться выехать за пределы города или населенного пункта, в котором вы проживаете, чтобы выбраться на природу и на природе снять вот эту вот накопленную усталость за месяц. Много ли это, мало для отдыха? Мы исходим из того, что эти советы являются универсальными как людей, которые находятся в возрастном промежутке до 20 лет, с 20 до 30 лет, от 30 до 40 и далее от 40 лет. Вот это вот расписание является самым идеальным, потому что здоровье уже требует более длительного отдыха. Естественно, те, кто смотрит нас в возрасте от 20 до 30 лет, они полны силы и энергии, и это видео посвящено именно вам, потому что мы в этом видео учим вас заранее отдыхать, чтобы в 40 лет вы вели более насыщенную личную и профессиональную жизнь и сумели поставленные цели за месяц, за неделю реализовывать именно так, как вам надо. Следующий период, который мы можем рассмотреть укрупненно в яркости жизни, это полугодие. Один раз в полугодие мы рекомендуем брать 14-дневный отдых, это 2 полноценные недели. Они позволяют вам перезагрузиться вот за это полугодие с тем, чтобы вы не приходили к точке эмоционального выгорания. Тем, кто смотрит это видео и которым больше 50 лет, точка эмоционального выгорания, как правило, наступает очень неожиданно. Вот на ровном месте вы чувствуете, что эмоции уже не возникают, ничто не радует. Это первые признаки эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание наступает тогда, когда вы уже перестаете заниматься своим любимым делом, или любимое дело, ваше хобби уже перестает приносить вам радость. Один раз в полгода можно выделить себе время, и тем, кто смотрит плейлист январь, ну, чаще всего этот месяц январь, мы специально сделали этот плейлист таким образом, чтобы вы в зависимости от того месяца, в котором вы находитесь, посмотрели видео. В этом видео указаны основные этапы подсказки, чем можно заняться, и в январе лучше всего спланировать отпуск на первое полугодие и на второе полугодие. Есть маленькая рекомендация, не обязательная к действию, но многие сочтут, что в этом есть очень большой плюс. Мы рекомендуем отдыхать не в конце полугодия, а где-то в половине полугодия, так, чтобы у вас между отдыхом было одинаковое количество времени, но это совпадало с вашим любимым временем года. Если мы берем первое полугодие, скорее всего, начало весны или весна будет хорошим временем для отдыха. Природа расцветает, можно вместе с природой точно так же набраться сил и к лету расцвести. Итак, зачем нам нужен отдых в сфере яркости жизни? Это нужно для того, чтобы пополнять запас жизненной энергии. В предыдущих видео я уже говорил, что мы в течение дня можем замерять уровень своей жизненной энергии, ориентируясь только на свои ощущения. И самое лучшее, если вы в течение дня, по окончании рабочего дня, у кого там в 6 часов, у кого в 19 часов вечера, если ваш уровень заряда жизненной энергии находится на уровне 50%, вы замечательно провели день, у вас еще есть куча энергии для своих родных и близких дома. Очень неблагоприятная ситуация, если вы пришли с работы и у вас заряд жизненной энергии на уровне 10-15%. Это значит, что те задачи, которые выполнили за этот день, потребовали от вас гораздо больше энергии. Это может быть нестандартная ситуация, это может быть стечение задач, которые требуется сделать быстро, неожиданно. Это для вас повод задуматься, правильно ли вы управляете своим временем или правильно ли вы распределяете задачи, которые вам приходится выполнять за день. Любые эти ситуации поправимы. Смотрите, пожалуйста, видео, в них даны ответы, в том числе и на эти вопросы. А я сейчас перехожу к следующей теме, касающейся отдыха.
Итак, что такое отдых, что считать отдыхом? Отдых – это специальное время, выделенное на восстановление сил, на вашу реабилитацию, на переключение между режимом бодрствования и релаксации. Самый лучший восстановитель, самый классный отдых – это наш полноценный сон. Я еще раз повторюсь, что если вы в течение месяца ведете свой дневник, а дневник я вам рекомендую вести в двух направлениях. Первое направление – это ваше эмоциональное состояние. Этот дневник, как правило, находится дома. Вы там отмечаете свое самочувствие, свое желание решать какие-то задачи. Также отмечаете перечень вопросов, которые у вас вызывают чувство тревоги, чувство беспокойства или чувство усталости. Таким образом, проанализировав в конце месяца заполненный дневник, вы можете для себя понять, какой день недели для вас является самый непродуктивный в этот день. На следующий месяц вы уже знаете, что не нужно планировать очень важные и ответственные дела. У кого-то это может быть среда, у кого-то это может быть пятница. Смотрите, пожалуйста, по своим ощущениям, по своей статистике и ориентируйтесь именно на эту вашу особенность. Среди рабочей недели, с понедельника по пятницу, выделяйте свой самый продуктивный день, выделяйте свой непродуктивный день. В продуктивный день, пожалуйста, делайте любимые дела, таким образом вы их доведете, как правило, до конца. В нелюбимый день планируйте, пожалуйста, дела, которые требуют не вашего сильного, не столь сильного вашего погружения в эти дела, может, они какие-то ограниченные по времени, так, чтобы, если что-то пошло не так, вы не сильно расстраивались. Что можно делать в тот день, который для вас не самый продуктивный? Мы рекомендуем в этот день планировать 12-часовое влажное или сухое голодание. Это приведет к тому, что ваш организм в этот день будет разгружаться, за неделю у вас будет такая небольшая пищевая пауза, и эта небольшая пищевая пауза даст вам хорошую обратную связь на эффективность вашей умственной деятельности, проверена на многих методиках. Пожалуйста, кто попробовал эту методику, дайте обратную связь в комментариях, нам тоже будет интересно послушать вашу историю успеха. Рекомендуется ли спать днем или лучше практиковать один вечерний сон? Смотрите по вашему состоянию. Если вам рабочее время и, скажем так, условия на работе позволяют на 10-15 минут иметь возможность сделать небольшой отдых на работе, и это не влияет на выполнение задач, пожалуйста, практикуйте. В Китае практикуют дневной сон. К сожалению, я не имею надежных источников информации в виде книг, где эта методика детально, скажем так, описана. Если кто найдет такую книгу или хорошее детальное описание, буду очень сильно признателен, если напишите об этом в комментариях. Перехожу к следующему вопросу. Приведите примеры хорошего отдыха. Так, обращаемся к теории колеса жизненного баланса. В колесе жизненного баланса очень важны состояния. У нас в колесе жизненного баланса Long Swim описаны 3 состояния. Самое крайнее состояние — все плохо, хуже не бывает, это точка 0. И самое лучшее состояние, лучше не бывает, это цифра 10, и между ними есть такая градация. От 0 до 4 мы считаем, что наше состояние нестабильное. От 4 до 8 мы считаем, что мы находимся в стабильном состоянии. И от 8 до 10 мы считаем, что вы находитесь в состоянии своей максимальной эффективности и производительности. Это состояние характеризуется тем, что любые задачи, которые вы делаете, они просто делаются легко по одному вдоху. Состояние 0,4 отличается тем, что у вас очень сильно переполняют эмоции, но за день вы успеваете мало дел. Традиционно мы находимся больше в состоянии примерно 4-8, когда работаем, то есть выполняем какие-то задачи, которые нам положены по должностям, но очень мало выполняем задач, связанных с нашими жизненными целями. И все колесо жизненного баланса, оно посвящено тому, что мы сначала планируем в каждой сфере свои задачи,
которые дают нам удовлетворение, наслаждение жизнью и отвечают каким-то нашим внутренним потребностям, и в течение года мы их выполняем. Вот миссия колеса жизненного баланса в сфере яркой жизни – это научиться отдыхать в течение дня, научиться отдыхать в течение недели, научиться отдыхать в течение месяца. Самый лучший отдых – это отдых, который периодический, то есть это становится вашей хорошей привычкой. Хорошая привычка ложиться спать в одно и то же время, хорошая привычка вставать утром в одно и то же время, то есть следовать какому-то распорядку дня. И очень хорошая привычка в субботу-воскресенье сконцентрироваться на каком-то отдыхе в пределах вашей локации проживания, или еще лучше найти места силы, которые есть в пределах вашего населенного пункта и за пределами населенного пункта. Немножко на этом остановлюсь подробнее. Мы, когда находимся вне локации своего проживания, мы находим интуитивно место силы, там, где набираемся сил, где чувствуем восстановление, глубокую релаксацию. Те, кто будет практиковать колесо жизненного баланса или какие-то другие методики, они уже будут знакомы с техникой поиска места силы, которое находится вне населенного пункта. Это, как правило, могут быть места природы, это могут какие-то места, связанные с хорошей эмоциональной перезагрузкой. Мы их называем местами силы. В это время происходит такой вот очень быстрый подъем энергетики. Кто-то любит места, где энергетика набирается как бы медленно, нужно больше продолжительное время. И когда мы учимся рефлексировать, мы переходим в сфере яркость к жизни, к такому состоянию, что мы уже сами являемся источником силы, у нас достаточно теоретическая база, у нас есть уже опыт, и мы способны людей, которые находятся рядом с нами, заряжать своей энергетикой. И один из признаков этого состояния: все хотят вас видеть в гостях, там, те, кто трудится в профессиональной сфере, все хотят вас лично увидеть, просят делать публикации, просят стать наставниками. Это такой замечательный период, когда вы являетесь источником как физической силы, эмоционально умеете заряжать других, просто эффектом своего присутствия. Если вы хоть раз находились в этом состоянии, пожалуйста, напишите в комментариях, приведите примеры своих друзей и знакомых, поэтому мы рекомендуем это видео пересылать своим друзьям, знакомым, 10 женщинам, 6 мужчинам, 4 родственникам. Цель пересылки такого видео – найти историю успеха, которую мы с удовольствием опубликуем, для того, чтобы вы порадовались и находили источник знаний не только в наших видео, но и в чужих историях успеха. Переходим к следующей теме, когда мы достойны отдыха. Вопрос этот выбран из интернета. Сама постановка мне интересна, постараюсь в этом же ключе и ответить. Если мы планируем свой отдых, то мы не дожидаемся того состояния, достойны мы или недостойны отдыха. В некоторых культурах или в некоторых странах считается, что лучшая награда за какое-то совершенное действие, за какой-то героический поступок является как бы награждение отдыхом. В этом есть какая-то логическая связь, потому что вы совершили подвиг, совершили какое-то замечательное действие, потратили огромное количество энергии, и вам, естественно, нужно эту энергетику восстановить. Одной недели, 2 или сколько месяцев вам будет вполне достаточно, чтобы быть готовым к следующему подвигу. Я считаю, что отдых – это тоже классная награда за хорошо выполненный проект, за хорошо выполненное действие, за просто награда за то, что ты достойно закончил какую-то задачу. Себя нужно любить, себе нужно уделять время, и я вам рекомендую дарить совместный отдых с вами в сфере отношения и семья, в сфере друзья и окружения, вашим любимым людям, любимой женщине, любимой мужчине. Выбираете место, где вы можете побыть вдвоем, планируете этот отдых, заранее оповещаете любимого человека, любимого мужчину, любимую женщину, любимых родственников, что вы для них подготовили сюрприз, который называется отдых.
наслаждайтесь тем, что они плавно переходят из рабочего состояния в состояние отдых. Иногда это будет вас радовать, иногда вы услышите легкое возмущение, некоторую долю волнения, но по их довольным лицам в конце рабочего дня вы поймете, что сюрприз был долгожданным, вы его сделали, вы являетесь источником силы, то есть вы плавно переходите в состояние 8-10, когда вы можете организовать отдых для других людей. Перед этим я рекомендую все-таки научиться самим отдыхать, восстанавливать силы, находиться в жизненной энергии 50% в районе 18 или 20:00. Таким образом, это будет, грубо говоря, организация отдыха не на пределе своих физических возможностей. Достойны ли другие люди отдыха? То есть в каждой сфере из 8 вы можете практиковать такую хорошую привычку, когда вы можете дарить классно организованный отдых своим единомышленникам в каждой сфере. Вот, в сфере духовный рост и творчество будут единомышленники по хобби, с ними совместный отдых вообще замечательная вещь, то есть вы совмещаете элементы творчества с элементами отдыха. В сфере здоровья и спорт всегда после соревнования нужно делать небольшой отдых, отмечать победителей, отмечать свое участие в соревнованиях. Это тоже отдых. Отдых – это переход в более энергоемкое состояние, когда вы чувствуете именно прилив сил. И вот это вот состояние, когда вы достойны отдыха, я считаю, что его нужно заменить состоянием запланированный отдых для достойных людей. Следующий вопрос, который просили осветить: планирование отдыха, как это возможно, вообще стоит ли планировать отдых. Многие считают, что отдых – это достаточно спонтанная величина, и все, что построено на спонтанности, оно ведет к очень ярким эмоциональным переживаниям. Я считаю, что состояние запланированного и незапланированного отдыха может быть в соотношении 80% это незапланированный отдых и 20% это спланированный отдых. Что такое 20% это спланированный отдых? Это отдых, связанный с любыми совместными действиями, передвижением по местности. Чем больше людей заняты в этом отдыхе, тем больше его нужно планировать. Спонтанный отдых имеет свое преимущество, если вы планируете его одни или, допустим, со своими детьми, со своей семьей. То есть это та группа единомышленников, которые готовы воспринимать ваш любой клич к отдыху, как побуждающий к действию. Если вы практикуете в своей семье высокую организованность, в течение получаса собрались, выехали, из работы переключились в течение получаса на отдых, это замечательная традиция. У кого такие традиции есть, пожалуйста, напишите. Тем, кто никогда не планировал отдых и хочет его планировать, я рекомендую начать планирование с долгосрочных задач, с долгосрочных достижений. То есть сначала мы планируем свой годовой отдых. Многие на свой годовой отдых тратят очень много времени, хотя на самом деле там ничего сложного нет. Мы перечисляем месяца, и в один из вышеперечисленных месяцев мы планируем отдых. Допустим, январь, февраль, март, апрель. Планируем отпуск в апреле. Все. Это не окончательно утвержденная дата, но это, по крайней мере, понимание того, что в январе-феврале отпуск, скорее всего, не будет запланирован, не стоит к нему готовиться, а вот к апрелю вероятность совершения отдыха будет более вероятной. Там вы выбираете любую неделю, на которую вы планируете отпуск. Ближе к апрелю вы научитесь уже точно выбирать детали. Куда поедете, с кем поедете, сколько денег потратите или сколько в этом отпуске можете заработать денег. И такое, кстати, бывает. Что касается возможности переноса отдыха. Все, что не вводит вас в состояние стресса, все считается желательным. Чем больше вы будете распоряжаться своим временем, тем меньше стресса это будет у вас вызывать.
отдых, который спланирован сегодня на завтра, наверное, будет больше вызывать стресса, потому что нужно подготовиться, нужно что-то взять с собой, нужно что-то заранее как бы купить. Ну, всегда это небольшой, но все-таки стресс. Когда вы что-то планируете издалека, вы начинаете понимать, что это возможно вот в тех рамках ожидания, которые у вас есть достаточное время, чтобы подготовиться, и все идет по вашему плану. Через 2-3 года такой практики планирования своего отдыха вы поймете, что это очень хорошо и имеет ряд колоссальных преимуществ. Если мы планируем 2-3 дня в течение месяца выезжать, сначала вы выезжаете сами за пределы города на автомобиле, любым видом общественного транспорта. В следующий месяц берете с собой друзей и знакомых, потом круг друзей и знакомых единомышленников можете расширять, и за полгода такой практики ваши организаторские способности будут очень высоко развиты, и друзья и знакомые будут вас ценить как хорошего организатора качественного отдыха. Поэтому, если голосовать, запланированный отдых или не запланированный, я считаю, что в запланированном отдыхе вы всегда можете раскрыть свой талант организатора этого отдыха. Можно организовывать отдых как для себя, можно организовывать этот отдых для своих единомышленников. Еще раз напоминаю, девиз, миссия, все написано у нас на бумаге, в каждом видео. Отдых. Мы знаем, с чего начать, мы знаем, чего можно достичь в этом отдыхе, и в каждом отдыхе мы всегда можем найти единомышленников. Единомышленников очень легко найти, если вы прорабатываете схему духовный рост и творчество, то есть вы знаете, какие ценности для вас важны, и на основе этих духовных ценностей подбираете себе единомышленников. Следующий вопрос. Возможен ли отдых без денег? Как можно отдыхать без денег? Пробую отвечать этот вопрос, исходя из теории колеса жизненного баланса. Основная теория говорит, что у нас есть 3 состояния. 0,4 – это нестабильное состояние, 8-10 – это очень стабильное состояние. И я сейчас попробую привязать отдых, деньги к состояниям. В состоянии 0,4 в отдыхе вам требуется очень много денег, потому что эмоциональные переживания связаны с большой тратой денег, и в состоянии 0,4 мы всегда тратим больше денег. В состоянии 8-10 мы всегда зарабатываем деньги, поэтому даже в состоянии отдыха в состоянии 8-10 мы зарабатываем, то есть отдыхаем, зарабатывая. Это может, скажем так, в полушутку, но в этом есть доля смысла, потому что люди, которые находятся в состоянии 8-10, они даже отдыхая могут заработать неограниченное количество денег, потому что основной их заработок – это идеи, а идеи они уже научились притворять в жизнь. То есть люди в состоянии 8-10 легко свои планы реализуют с помощью своих усилий или с помощью чужих усилий. В состоянии 0,4 мы всегда заложники чужих планов, и иногда эти планы мы выполняем за собственные бюджеты, поэтому состояние 0,4 это всегда затратно. И помните, что если вы находитесь в состоянии 0,4, вы потратите все деньги, которые заработали за полгода или за год, только для того, чтобы сделать попытку отдохнуть. В состоянии 4-8 деньги не расходуются, то есть мы укладываемся в рамках бюджета. Отдых нам нужен как бы для умственной деятельности. Физически мы восстанавливаемся всегда очень быстро, и в состоянии 4-8 деньги не расходуются или расходуются согласно плану или согласно запланированному бюджету. Здесь я хочу открыть небольшую дискуссию, возможен ли отдых без денег. Пожалуйста, напишите в комментариях, были у вас случаи, когда вы отдыхали без денег и получили массу удовольствия. Тем, кто хочет написать, как они успешно потратили деньги, какие удовольствия вы получили, пожалуйста, напишите, в каких странах, в каких городах вы были, какие удовольствия и за какие деньги можно купить. Рекомендуете ли вы такой отдых? Открываем дискуссию. Я думаю, что вся информация будет нам полезна. И попытаемся найти все-таки тех людей, которые в состоянии 8-10 отдыхают и зарабатывают.
Очень важно приводить живые примеры. Сейчас мы приводим примеры из печатных изданий, из книг, реже всего из интернета, и ищем всегда живых героев. Сейчас мы ищем героя, который отдыхает и зарабатывает. Пожалуйста, рассказывайте свою историю успеха, а я перехожу к следующему вопросу. Итак, следующий вопрос звучит так. Как понять, что пора отдыхать? Очень интересный вопрос, связанный с вашими ощущениями. Самый распространенный вопрос, что делать 12 часов дня, впереди рабочий день, а я уже устала сильно. Надо к этому вопросу подойти системно, понять, почему именно вы делаете эту задачу в одиночку. Есть ли кто-то из сотрудников, который готов вам помочь, можно ли эту задачу делегировать кому-то другому, или это задача, которую вы пытаетесь сделать сейчас, она требует реально 2-3 дня на свое выполнение. То, что вы делаете ее за один день, вы профессионал своего дела, просто спасаете ситуацию, но ежедневные подвиги, они хороши. Главное, чтобы вы, делая такие подвиги, не приходили в состояние эмоционального выгорания. Как понять, что пора отдыхать? В течение дня, пожалуйста, смотрите за теми задачами, которые вы лично запланировали на этот день для себя, для своей семьи. Почему это важно? Потому что я уже в предыдущем видео приводил пример, когда мы планируем на день 10 задач, то, как правило, 3 задачи мы можем сделать свои, 7 задач это будут задачи, поставленные от других или сделанные неожиданно. Чем ближе вы к состоянию планирования, чем ближе вы к состоянию 4-8 или к состоянию 8-10, тем больше задач вы выполняете своих just in time, точно в срок. То есть идем от верхнего состояния 8-10, 10 поставленных задач за день вы сделаете легко даже в течение полудня. В состоянии 4-8, возможно, вы сделаете 5 задач. Это является очень прекрасным результатом. Перфекционисты, пожалуйста, выдохните. Если вы за день сделали 5 запланированных задач, вы очень замечательно потрудились. Поверьте, если вы сделали 5 задач в течение дня, при вашем небольшом усилии вы можете сделать и 6-ю, и 7-ю задачу, то есть это отличный результат. Те, кто находится в состоянии 0,4, как правило, 1-2 задачи сделали, вы уже молодцы. Для состояния 0,4 это замечательный результат. Пожалуйста, смотрите, диагностируйте свое состояние в течение дня. Если у вас состояние 0,4, вы эмоционально чувствуете, что все пошло не по плану, день не пошел так, как вы запланировали, расслабьтесь, вы находитесь в состоянии 0,4. Возможно, это самый непродуктивный день для вас в этой неделе. Если вы увидели, что он повторяется еженедельно из месяца в месяц, не надо беспокоиться, это просто такой непродуктивный день. Перенесите, пожалуйста, выполнение задач, которые попали на этот день, на другой день. Вы в другой день эту задачу сделаете легко, непринужденно, без затрат эмоциональной энергии, без затрат физических сил. Если вы знаете, что у вас сегодня продуктивный день, допустим, это вторник, пожалуйста, на этот день планируйте неограниченное количество задач. К концу дня вы даже не устанете и заметили, что переделали очень много задач за себя, за того парня, за коллегу. У вас просто замечательный эмоциональный подъем, у вас состояние 4-8. Все, что попадает вам в руки, будет сделано на радость другим, на похвалу начальству, с гарантией того, что вы за выполненную работу получите премию. Поэтому всегда ориентируйтесь на свои состояния. Тем, кто смотрит это видео и только-только знаком с состоянием, я вам не открою большой тайны и скажу, что в течение месяца бывают дни, когда вы будете находиться в состоянии 0,4, очень нестабильном состоянии. У женщин это связано с определенными днями, у мужчин это связано с биоритмами. У всех есть свои факторы, которые на них влияют по-разному. Те, кто охотятся за состоянием 8-10, вы с удивлением можете обнаружить, что состояние 8-10 бывает один раз в месяц, это тоже нормально, и не надо этого пугаться. Состояние 8-10 – это пик вашей работоспособности, это пик вашей энергетики, и не зря мы рекомендуем яркость жизни, то есть сферу отдыха, сферу оценки вашего качества жизни, то есть сфера яркой жизни – это ваша умение и возможность радоваться жизни. То есть если вы в яркости жизни умеете радоваться жизни, то есть все, что вам досталось,
это замечательная ваша способность адаптироваться к этому миру. Если вы ближе к состоянию 8-10, вы очень сильно влияете на свое ближайшее и дальнее окружение. Поэтому цель колеса жизненного баланса — ориентироваться на свои состояния, уметь аккумулировать энергию. Аккумулировать энергию мы можем только тогда, когда следуем и достигаем своей поставленной цели. Когда мы занимаемся своими любимыми делами, у нас растет энергетика, эта энергетика накапливается, и мы понимаем, что мы за день умудряемся все-таки сделать запланированные дела и не устать. Основной ваш критерий, чувствуется, что вам нужен отдых или не нужен, это ваше состояние. В предыдущих видео я уже говорил, постараюсь еще раз напомнить. Один из индикаторов ваше состояние. Вышли на улицу на работу, сделали селфи. Если на селфи ваше улыбающее лицо, вам рабочий день еще никто не испортил, вы вот с таким вот лицом идете на работу. Но если вы проснулись, у вас нет настроения, вы по фотографии видите, что вот именно с таким настроением вы пришли на работу. В конце рабочего дня делайте селфи. По уровню вашей улыбки на лице вы понимаете, как закончился у вас ваш день. Если у вас хмурое, уставшее лицо, у вас состояние 0,4, вы с таким лицом пришли на работу, вы с таким лицом вышли с работы. Это ваша самодиагностика по фотографии, она является самым ярким критерием того, что ваше настроение зависит только от вас. И если вы хотите свое настроение сами себе испортить, то окружающие вам в этом только помогают. То есть они находят случаи и возможности испортить вам настроение. Но эта тема отдельной лекции, она будет немножко попозже, но я вам рассказал о самом эффективном инструменте самодиагностики. Ваша фотография — это самая лучшая диагностика вашего состояния, потому что улыбаться на камеру нужно иметь свое внутреннее хорошее состояние 4-8, 8-10, а если вы находитесь в состоянии 0,4, неважно, кто вас фотографирует, самый лучший фотограф или вы сами, ваше лицо выдаст вам хмурое состояние 0,4. Следующий вопрос. Приведите примеры хорошего отдыха. Итак, качественный отдых, хороший, у каждого есть свои критерии. Я пройдусь по каждой сфере и начну по традиции со сферы номер 1. В яркости жизни качественный отдых — это когда вы набрались своей энергетики. То есть цель, миссия отдыха — увеличить вашу энергетику. Вы были в состоянии 0,4, добрались в состояние 4,8, все, ваша энергетика поднялась, замечательно, это хороший отдых. Перфекционисты, конечно, будут пробовать скакать в состояние 0,4, вот тяжело уставший, через 2 часа я хочу быть в состоянии 8-10. Амбициозное желание, пожалуйста, пробуйте. Я думаю, со скорым временем вы научитесь это делать. Но те, кто практикует колесо жизненного баланса, могут заметить, что понадобится примерно год, чтобы мгновенное состояние 0,4 переходить в состояние 8-10. Это все опыт, практика, поэтому практикуйте и в скором времени будете обладать таким замечательным знанием и сноровкой. А в состоянии духовного роста и творчества качественный отдых — это может быть любимое хобби. Любимое хобби — все, что связано с вашей возможностью делать что-то руками, рисование, лепка, игра в шахматы, компьютерные игры, чтение книг. Пожалуйста, перечисляйте ваши любимые хобби. Почему? Потому что мне очень сложно привести примеры. Я хочу приводить примеры тех, кто смотрит это видео. Не стесняйтесь, рассказывайте о своем хобби. Я постараюсь все ответы как-то систематизировать и вывести там самые 100 часто упоминаемых хобби и отдельно посвятим видео хобби и творчеству. В сфере карьера и бизнес хороший отдых — это хорошо проделанная работа, так что вы не устали, или даже если вы физически и эмоционально устали, вы чувствуете вот эту вот энергетику сделанного дела. Это тоже является хорошим отдыхом, хорошей заслугой за проделанную работу. В сфере денег хороший отдых или признаки хорошего отдыха — это ваше умение
использовать свою репутацию для выполнения своих проектов. Тема денег, она вообще самая сложная. Здесь самое главное – это ощущение вашей репутации окружающими. То есть одни окружающие будут считать, что вы человек с высокой репутацией, предсказуемый, надежный, умеющий справиться с любыми стрессовыми ситуациями, с непредвиденными ситуациями, которые есть в жизни. Вот люди за это вас ценят, и это все формулируется одним словом репутация. Репутация связана с умением планировать свое время. Планирование своего времени – это отдых и работа. Итак, продолжаем наше видео. Переходим к следующей сфере. Личностный рост. Что такое хороший отдых в личностном росте? Состояние 0,4. Вы получаете знания, изучаете какой-то курс, находитесь физически на каком-то курсе. Вот в этом моменте для того, чтобы получить знания, нужно перевести мозг в состояние 0,4, состояние погружения в эти знания. Состояние 8-10 в сфере личностного роста, хороший отдых, когда вы делаете наставничество и получаете удовлетворение от того, что ваш опыт является востребованным другими людьми, и эти люди делятся обратной связью, что ваши подсказки, ваше наставничество дает им какое-то чувство опоры, чувство воодушевления и понимание того, что вместе с наставником поставленные задачи решаются быстрее. Следующая сфера – сфера здоровья и спорт. Я рекомендую всем, кто практикует занятия спортом на регулярной основе, поучаствовать в любых соревнованиях. В этих соревнованиях вы поймете, что такое спортивное напряжение перед своим стартом. Вы поймете, что такое отдых после оглашения результатов соревнований. То есть в каждой сфере есть свое понятие отдыха, оно построено именно на ваших чувствах, ощущениях. Очень важно эти чувства, ощущения фиксировать в дневнике, и у вас будет в колесе жизненного баланса 8 категорий полноценного отдыха. Они в каждой сфере имеются свои нюансы. Переходим к следующей сфере. Сфера друзья и окружение. И здесь чувство полноценного отдыха возникает только от того, что рядом с вами присутствуют ваши любимые родственники, дети, друзья, единомышленники. И сам факт присутствия дает вам ощущение отдыха, что вы вместе разделяете ту эмоцию, которую вы запланировали, когда организовали этот отдых. Пожалуйста, напишите в комментариях, с кем вам больше удается испытывать радость от друзей, родственников, знакомых, или отдых с детьми. Это для вас самая большая награда. Следующая сфера, она самая эмоциональная, это сфера семья и отношения. Разные периоды бывают в совместном проживании, в семье, в отношениях. Рекомендуем вам регулярно быть на природе, потому что именно природа дает вам возможность накапливать жизненную энергию, и когда вы будете наполнены этой жизненной энергией, вы заметили, что актуальность многих спорных вопросов, она будет падать, амплитуда вот это вот неприятие спорного вопроса будет падать, и вы уже в совершенно спокойной обстановке все противоречия сможете решить путем переговоров, или вы поймете, находясь на отдыхе, что что-то ценное есть в ваших отношениях, и ради этих отношений вам стоит выделить больше времени на совместный отдых, и этот совместный отдых подарит вам вот эту вот яркость чувств, амплитуду этих чувств, понимание того, что любовь дает воодушевление, неважно, находитесь вы в браке или в отношениях, я все-таки рекомендую любые свои отношения оформлять в виде брака, потому что брак – это очень тонкое взаимодействие между двумя любящими людьми. Мы по этому поводу выпустим отдельное видео. Сейчас мы подводим итоги. Отдых – это классная вещь. Отдыхом нужно уметь пользоваться.
отдых проще спланировать, и тогда отдых становится регулярной привычкой. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Обязательно пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. Обсуждайте тему отдыха со своими коллегами на работе. О всех ваших инсайтах и озарениях и историях успеха обязательно пишите в комментариях. Мы будем этому очень рады. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения. Я в вас верю.